Привет! Мы находимся на площади Восстания, рядом с Московским вокзалом города Санкт-Петербурга. Московский – главный вокзал культурной столицы России, а Невский проспект – главная улица Санкт-Петербурга, длиной в 4,5 километра. Название Невский проспект произошло от названия Александра Невской лавры в 1781 году. Это был единственный сухопутный путь, который связывал Адмиралтейство с Центральной Россией. На Невский проспект выходят фасады 240 зданий, а численность населения города Санкт-Петербург составляет 5 миллионов 352 тысячи человек. Рядом с рекой Фонтанкой располагается дворец Белосерских. Дворец перестроен в архитектурном стиле необарокко. Невский пересекает реки Мойку, Фонтанку и канал Грибоедова. Общая протяженность всех водотоков на территории Санкт-Петербурга достигает 282 километра. Мостов же в черте города Санкт-Петербурга около 800, в том числе 218 пешеходных. Собственно, городских мостов 342, остальные находятся в пригородах. Аничков мост – один из самых известных мостов Санкт-Петербурга. 4 статуи покорения коня являются собой 4 этапа обуздания животных человеком. Едва удерживает страсти на Невском, вечна суета, созданий Клотты черной масти коней Аничкова моста. Мост назван в честь Михаила Аничкова, руководившего солдатами строительного батальона. До конца XVIII века Фонтанка была границей города, поэтому у моста находился пропускной пограничный пункт, где проверяли паспорта и брали плату за проезд деньгами или булыжниками. А Екатерина Великая приказала засыпать каналы и превратить их в нормальные сухопутные дороги. Рядом с Екатерининским садом можно купить работы петербургских художников. Уличные художники с радостью напишут вам портрет или карикатуру. Подземный переход на Невском проспекте у Большого гостиного двора один из первых в городе. Так как рядом находятся знаменитые достопримечательности северной столицы, метро Невский проспект – одна из наиболее напряженных станций петербургского метрополитена. Здесь ежедневно проходят тысячи людей. Большой гостиный двор – памятник истории и архитектуры XVIII века. В прошлом центральный комплекс зданий, предоставляющий услуги для оптовой торговли товарами и жизнедеятельности торговцев. В настоящем – универмаг. До революции 17 года здесь было около 500 освященных храмов, считая домовые церкви. Загруженность дорог Санкт-Петербурга даже исследуются. Часы пик утром и вечером. Собор Святой Екатерины Александрийской – единственная малая базилика в России. Этот почетный статус присваивается самым значительным католическим святыням мира, лично Папой Римским. Всего ему достойно около 1700 храмов. Рядом с собором находится не менее интересная выставка художников. На набережной канала Грибоедова всегда можно встретить множество уличных музыкантов. Открывается прекрасный вид на Спас на Крови, дом компании «Зингер», Казанский кафедральный собор. В общем, идеальное место для селфи. Казанский кафедральный собор был возведен всего за 10 лет. Здесь был похоронен Михаил Кутузов, а также хранятся различные военные трофеи. Он отличается масштабом, огромными гранитными внешними колоннами. Памятник российского церковного зодчества. На Невском проспекте есть все, от фан-клуба до сувениров. На Большой Морской улице можно встретить много туристов, музыкантов, сфотографироваться с животными, как с настоящими, так и с костюмированными. На этой улице много интересных музеев, например, самый большой музей восковых фигур, персонажей из фильмов, мультфильмов, мифов. С Большой Морской мы выходим на Дворцовую площадь, центральную площадь города Санкт-Петербурга с Александровской колонной. И сразу видим огромное здание – это Эрмитаж.
Музей, основанный Екатериной Великой, с богатой коллекцией произведений искусства и древностей. Вот мы с вами и прошли по главной улице города, от площади Восстания до Эрмитажа. Всем